Всем привет! Польза фиников для здоровья неоценима, о чем напоминают медики из разных стран. А в период беременности каждая будущая мамочка должна обязательно включить в рацион этот вкусный и полезный фрукт. Как вы думаете, почему? Чтобы узнать причину, рекомендую смотреть видео до конца. Финики – это плоды финиковой пальмы, имеют косточку внутри. Употребляются в пищу в основном как сухофрукты, обладают очень сладким вкусом. Определить, сушили финики или нет, можно по их внешнему виду. Чем более гладкая шкурка, тем свежее плод. Финики иногда вымачивают в сиропе, но даже без добавления сахара они обладают узнаваемым карамельным вкусом. Родиной этого растения считается Средний Восток. В рационе арабов финики были одним из основных продуктов. Дикие финики собирали еще в Древнем Египте. Изображение процесса сбора плодов находят на стенах гробниц. Жители Вавилона использовали эти фрукты для приготовления уксуса и вина. В исламе также очень ценятся финики. В Коране они упоминаются 29 раз. Листья финиковых пальм в Южной Европе используются в религиозных обрядах. Из листьев индийского вида готовят пальмовое вино – тари. У фиников самый высокий процент содержания углеводов среди других фруктов – более 60%, но эти сахара не наносят сильного вреда организму. Ведь в финиках содержатся и кислоты – ниацин, рибофламин, пантотеновая. Они используют усваиваемости углеводов, регулируют уровень глюкозы в крови. В этих плодах присутствует еще 23 вида различных аминокислот, которых нет в большинстве других фруктов. Финики содержат несколько типов антиоксидантов, которые способны помочь предотвратить развитие определенных хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак, болезнь Альцгеймера, уменьшает воспаление и предотвращает образование бляшек в мозгу, и диабет. Есть мнение, что финики укрепляют здоровье костей и помогают контролировать уровень сахара в крови, но эти эффекты недостаточно изучены. В плодах содержится наибольшее количество антиоксидантов по сравнению с другими аналогичными продуктами – сливами и инжиром. Плоды пальмы богаты флавоноидами и феноловой кислотой, уменьшающими воспаление, а также каротиноидами, полезными для сердца. В плодах содержится много клетчатки. Одно из исследований подтвердило, что у тех, кто съедал по 7 фиников в день, значительно улучшили пищеварительные процессы. Этому способствует клетчатка, которая предотвращает резкий подъем уровня сахара в крови. Финики помогают сохранить здоровье мозга. Опыты подтвердили, что пальмовые плоды снижают маркеры воспаления в крови, такие как интерлейкин-6, который обнаруживает в мозге. Он может провоцировать нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера. Кроме того, финики снижают активность бета-амилоидных белков, причины возникновения бляшек в мозге. Когда они накапливаются, нередко нарушаются связи между клетками. Плоды помогают сохранять здоровье костей. Финики содержат несколько полезных минералов, в том числе магний, калий и кальций. Эти вещества предотвращают заболевания костных тканей, включая остеопороз. Однако необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы. Финики предотвращают инфекции. Сегодня почти все микробные инфекции лечат с помощью антибиотиков. Это дорогостоящий метод, который имеет ряд побочных эффектов. Замена антибиотиков натуральными продуктами может быть разумным решением. В ходе исследования, проведенного с использованием экстрактов из косточек и листьев финиковой пальмы, выяснилось, что он обладает активной устойчивостью ко многим вредным бактериям. Плоды способствуют естественным родам. Польза фиников для здоровья неоценима, о чем напоминают медики из разных стран. А в период беременности, когда каждая будущая мамочка уделяет особое внимание своему питанию, этот вкусный, сладкий и полезный фрукт следует обязательно включить в рацион сразу по нескольким причинам.
Первая причина заключается в том, что во время беременности важно обеспечить растущий организм всеми необходимыми веществами, а финики содержат значительное количество таких элементов. В его состав входят такие элементы, как железо, магний, кальций, медь, фосфор, сера, бор, натрий и еще множество минеральных веществ. Кроме того, финик содержит более 20 аминокислот, ниацин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, фолиевую кислоту, а также окситоцин, необходимый во время родов, витамины А, В и С. Такой ценный состав фиников помогает обеспечить развитие будущего малыша, а также поддержать организм мамы, улучшить иммунитет, восстановить водный баланс, восполнить дефицит калия, а также успокоить нервную систему. Вторая причина в том, что финики способствуют легким родам. В одном исследовании приняли участие 69 женщин, которые съедали по 6 фиников в день за 4 недели до предполагаемых родов. По сравнению с теми, в чей рацион не входили эти плоды, участницы эксперимента на 20% чаще рожали естественным путем и за меньшее время. Употребление фиников в последнем триместре беременности способствует расширению шейки матки и снижает потребность в искусственной стимуляции родов. Плоды легко добавить в рацион. В отличие от многих продуктов, требующих длительного приготовления и дополнительных ингредиентов, финики – готовый полезный перекус. Кроме того, их можно использовать для придания блюдам вязкости. Например, для приготовления сыроядических десертов их можно комбинировать с орехами и семечками. Сладкие плоды – основа для заправок, соусов и сиропов. Их полезно добавлять к завтраку, чтобы клетчатка надолго насытила организм. Высокая калорийность делает финики отличным перекусом, обеспечивающим постепенный приток энергии перед тренировкой. Вред фиников. Несмотря на все положительные качества, в некоторых случаях стоит уменьшить количество фиников в рационе. Так врачи не советуют их людям с диагностированным синдромом раздраженного кишечника. Так как финики служат источником фруктозы, то могут вызывать вздутие и расстройство желудка. Как и многие продукты, финики небезопасны для аллергиков, поэтому если планируете попробовать их впервые, проконсультируйтесь с врачом и начните с одного плода. Они содержат сахарный спирт сорбит, который может провоцировать диарею, поэтому если есть проблемы с кишечником, лучше не есть их слишком часто, в том числе в составе сиропов. Как выбрать и хранить финики? Прежде чем купить финики, обратите внимание на их внешний вид. Плоды не должны быть покрыты белым налетом и сахарными кристаллами. Последнее указывает на вымачивание в сиропе для увеличения срока хранения. Слишком жесткие, сухие финики будут менее вкусными по сравнению с гладкими, яркими и мясистыми. Хранить плоды стоит в герметичной банке, в темном и сухом месте. Перед употреблением финики нужно промыть под проточной водой. На их липкой кожуре оседает пыль. На этом наш ролик заканчивается. Напишите в комментариях, в какую тему хотите следующий ролик, о какой фрукте или овоще, растении или масел. Я буду очень рада. И чтобы не пропустить следующие видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк.